конце минувшего года на моем канале был опубликован фильм об основании Владикавказа, нынешней осетинской столицы. За несколько дней его успели увидеть более 50 тысяч человек, но из-за жалобы какого-то жителя Осетии видео удалили. Это подняло внушительную волну ажиотажа, а потому, когда спустя несколько дней я снова его опубликовал, количество внимания к нему было еще выше, чем до этого. Давайте похлопаем этому чудаку и всем осетинским блогерам, что писали об этом фильме отзывы или же пытались захейтить. Если бы не вы, такая локальная тема никогда бы не стала настолько известной. Очень надеюсь, что каждый уважающий себя потомок скифов и аланов после выхода этого выпуска что-нибудь да напишет о нем. Не имеет значения, негатив там будет или что-то похвальное, мне нужно ваше внимание. Делайте то, что умеете лучше всего. Обсуждайте меня, мои послушные умнички. Что ж, а мы исследуем тему Владикавказа дальше и сегодня узнаем, как он стал столицей Осетии, хотя 100 лет назад даже не входил в ее состав. Если вам по душе моя деятельность, не забывайте о лайках, комментах и подписке на канал. Все это поможет большему количеству людей найти это видео. Также вы можете оказать финансовую помощь по ссылке в описании, а мы начинаем. В выпуске об основании Владикавказа мы максимально детально изучили, как, почему и главное, на чьих землях он был возведен. Там более 50 документов, цитат из книг, газет, сведений путешественников, военных схем и так далее. Настоятельно советую изначально ознакомиться с этим видео, чтобы лучше понимать все то, что вы услышите сегодня. Внизу я оставлю ссылку на данный выпуск. Еще одна замечательная новость заключается в том, что после выхода моего видео была изменена статья в Википедии. Если до этого там была написана официальная позиция о мифическом осетинском поселке Дзау-Джикау со ссылкой на осетинский сайт, то сейчас неискушенного читателя уже не так легко будет обмануть. Тут мы видим, что Владикавказ был основан на ингушской земле. Естественно, все ссылки на документы имеются. Ну вот, начало 19 века, Владикавказ уже основан как военный объект, и что же с ним было дальше? Мы остановились на том, что из кавказских ущелий осетины заселяются на плоскость под защитой военного коменданта Владикавказа. Часть тагаурцев помимо Моздока в начале 19 века обосновалась при Владикавказской крепости. В марте месяца прошлого 1807 года переселившиеся из тагаурских ущельев некоторые осетины со всеми семействами по бедности подле Владикавказа ныне согласились принять христианский закон. В 1809 году осетины Алагирского ущелья обратились за разрешением распахивать земли около Черной речки за Тереком в 7 верстах от Владикавказа, и если не будет препятствия от кабардинцев, то и переселиться туда. А разрешение переселиться на равнину просили у царской администрации также куртатинцы. Этнический состав населения Северного Кавказа, 1974 год. Напоминаю, что в эти годы уже полным ходом идет Кавказская война, потому от подобных действий должна была быть какая-то польза. Своими мыслями насчет обоснованности заселения осетин на захваченные земли делится с нами комендант Владикавказа Иван Дель Поца. Рапорт генерала Дель Поца генералу Тормасову от 1 мая 1811 года. Цель, предполагаемая мною, построить редут на реке Куртате, относится на тот предмет, чтобы поселить около оного куртатинский народ, который по неимению в горах нынешнего их жительства достаточно земли, неоднократно просил у меня позволения поселиться там во множестве под защитою оного от кабардинцев. Куртатинский народ во всех отношениях к нам всегда спокойный и имеющий совершенную приверженность, желает иметь священника и принять закон греко-российского вероисповедания. Самая главная наша польза в том состоит, что когда сей народ поселится на назначенном месте, то в тогдашнее время весьма много может унизиться кичливость кабардинцев и тагаурцев, разделенных ими. А по восприятию ими веры христианской, можно ожидать и пособия в воинских подвигах против сил и прочих, всегда вероломных и вредных нам мухаммеданского закона народов. Они обещали мне непременно переселиться туда тотчас, как скоро увидят, что начато будет производство работы редута, и готова для них на первый случай защита воинская от кабардинцев.
То есть поступившие на службу осетины должны были помочь в войне с кавказцами, а осетинское население было необходимо для замещения согнанных с этих земель соседних племен. Взамен Дель Поццо обещал защиту от адыгов и выделение земельных наделов, ведь до этого момента осетины могли спуститься на плоскость только на условиях выплаты дани кабардинским князьям. Следует отметить своеобразие процесса переселения дегорцев на равнину во второй половине XVIII века. Эти особенности нашли отражение в документах Комиссии по разбору сословно-поземельных прав, созданной в Нальчике в 1849 году. Дегорский народ, не имея сил защищаться от кабардинцев, должен был подчиниться им. Старшины сами находили выгоду в этом и помогали князьям кабардинским, в особенности с тех пор, как приняли веру магометанскую. Пользуясь этим расположением, они просили позволить пользоваться около Черных гор на плоскости землями, и, получив на это от князя Таусултана соглашение, старшины предложили черному народу выселиться из своего жительства. С тем, однако же, чтобы они платили им подать, которую и теперь платят. Да кроме того, с каждого двора по одному барану для кабардинских князей Таусултановой фамилии. Этнический состав населения Северного Кавказа, 1974 год. У вас может сложиться мнение, что осетины получили особые условия от имперских наместников на Кавказе, но это не совсем так. Возможно, мы сейчас не обсуждали бы, чей Владикавказ, если бы ингуши согласились на те же условия сосуществования, что и осетины. Рапорт от 13 мая 1807 года. Если будут священники, к ним определены достойные, можно бы надеяться, что из ингушей и тагаурцев большая часть обратится к христианскому закону. С тем, чтобы они были от кабардинцев российским оружием защищены, а от чеченцев они сами защищать себя могут. Многие из тагаурцев и ингушей переселятся около Владикавказа и примут христианский закон, а через то самое взойдет у них земледельство и по дороге шалости истребятся. Да, насчет ингушей были подобные планы, и от них ожидалось не так много – отказаться от ислама и пойти на службу к коменданту Владикавказа. К тому же на это уже согласились их соседи и с большим энтузиазмом осваивали полученные земли. Дополнительной мотивацией, по мнению Дель Поццо, должны были послужить набеги чеченских племен. Этим обстоятельством военные и хотели воспользоваться, чтобы заполучить благосклонность ингушей. Предписание генерала Тормасова генералу Булгакову от 22 июля 1810 года. Генерал Дель Поццо представил мне копию с рапорта, написанного им относительно ингушевцев, в котором объясняется, что необходимость заставила ингушевцев быть приверженным к нам, так как они окружены теперь неприятелями своими, а не для сохранения нашей пользы. Обстоятельства и польза дел наших требуют, чтобы сей народ сколько можно поддерживать и ласкать, как для того, что без поддержания нашего он падет жертвою мщения чеченцев. Так не меньше и для того, что он и народ, будучи еще не твердо укоренен в мухаммеданской религии, может обращен быть в христианскую веру, а потому и не терять из виду намерения сего народа, чтобы переселиться близ Владикавказской крепости и стараться привести сие предположение сколь можно скорее в действие. Уже спустя месяцы после этого обсуждения такая возможность была получена, и несколько ингушских обществ вступили в российское подданство. Дело в том, что ингуши не по своей воле были втянуты в этот конфликт тем, что около них возводились казачьи станицы и военные объекты, а чеченские набеги на эти самые объекты неизбежно задевали ингушские земли, что становились полем боя. Ингушское население находилось будто между молотом и наковальней, пока однажды им это не надоело. Всеподаннейший рапорт генерала Тормасова от 2 сентября 1810 года. Имев счастье донести о разбитии ингушевским народом чеченской партии, отраженной от Владикавказской крепости, и что я вознамерился, воспользовавшись враждою сих двух народов, преклонить ингушевцев на вечное подданство. Казалось бы, мысли Дель Поццо осуществились, и сейчас ингуши, как и соседние осетины, пойдут к нему на службу, создадут ингушское поселение у стен Владикавказа, и все останутся довольны. Но мало того, что ингуши даже после вступления в подданство жили так же, как и до него, так еще и менять исповедание они совсем не спешили. Рапорт Владикавказского коменданта полковника Скворцова генерал-лейтенанту Вильяминову от 31 января 1821 года. Выполняя предписания, данные мне от корпусного командира,
относительно склонения ингушевского народа к восприятию святого крещения. Сколько я не старался убедить оный, но никак не мог к тому согласить, и хотя ингуши решительно не объявили, что креститься не будут, однако же под разными предлогами, делая проволочку времени, под сим скрывали настоящее свое намерение, состоящее в том, что они креститься никогда не желали и ныне не желают. Резолюция генерала Вильяминова полковнику Скворцову. Хотя весьма бы желательно было, чтобы ингуши приняли христианскую религию, но если сего невозможно сделать без возбуждения всеобщего бунта, то, истощив все меры кротости в приведении их к христианской религии, в случае неудачи оставить их в покое. Стало понятно, что ингуши оказались более независимы, чем ожидалось. Служить новому гегемону они не хотели, отказываться от ислама тоже, а подданство им было нужно лишь в тактических целях, чтобы не нагнетать и без того сложную политическую ситуацию. Когда во Владикавказе это осознали, то основанием для исполнения воли наместника оставили исключительно осетин. Ермолов, инструктируя полковника Скворцова, которому была поручена организация переселения осетин на равнину, подчеркивал, что выселяющиеся с гор осетины равномерно должны быть, как подданные российские, ограждены от всяких утеснений со стороны прочих народов. При этом отмечалось, что переселившиеся осетины не будут платить кабардинцам за занимаемые ими земли. Уже в 1822 году часть равнинных земель, изъятых у малокабардинских владельцев, была передана осетинским обществам для поселения. Исследуемые в данном разделе материалы подтверждают мысль о значительных изменениях в территории расселения осетинского народа. Эти изменения носили характер расширения этнической территории осетин и были результатом миграции горцев в северном, южном и восточном направлениях. Если почти все 18-е столетие миграции осетин в северном направлении были минимальны и они устремляли преимущественно на юг, за хребет, в Грузию, то в начале 19 века, а особенно в 20-е годы, эта ситуация меняется. В этот период в пределах Владикавказской равнины возникает множество осетинских, в основном иронских селений. Этнический состав населения Северного Кавказа, 1974 год. Фундаментом для дальнейшего получения Владикавказа стало именно умение извлекать максимальную пользу из ситуации. Сложно найти национальность, что получила больше выгоды от Кавказской войны, чем осетины. Как уже не единожды упоминалось, до ее начала они жили в основном в ущельях и имели ничтожные наделы пахотной земли. Но уже к концу 19 века им удалось обойти чеченцев и ингушей по количеству владений на душу населения. Подробными статистико-экономическими исследованиями обнаружено, что средний надел у горных ингушей не превышает 1/10 удобной земли на каждую наличную душу мужеского пола, тогда как у плоскостных ингушей возрастает до 4 десятин. У осетин земельные наделы распределены еще с большей неравномерностью. В горах они не превышают 0,8 удобной земли на душу мужеского пола, тогда как на плоскости достигают в среднем 5 десятин. Терский календарь на 1896 год. После окончания Кавказской войны все казачьи станицы или военные поселения лишились своего специального назначения, и туда стали стекаться обычные люди. Владикавказ не стал исключением и за несколько десятилетий стал одним из наиболее значимых населенных пунктов на Кавказе. 31 марта 1861 года небольшая Владикавказская крепость была возведена в город. Из архивных дел видно, что в 1866 году город уже имел до 8000 душ жителей. С того времени и весь остальной дореволюционный период Владикавказ являлся административным и культурным центром Терской области. В январе 1873 года местным статистическим комитетом в городе Владикавказ была произведена перепись населения, по которой оказалось жителей всего 20 057 душ. Областной город Владикавказ имеет 40 740 жителей по переписи 1897 года. По переписи 1923 года в городе насчитывается 72 069 жителей. За 60 послевоенных лет население Владикавказа увеличилось на 65 тысяч человек, и я даже чувствую, как вам любопытно, жителей стало больше за счет осетин или ингушей. По состоянию на 1897 год во Владикавказе насчитывалось всего несколько сотен ингушей и несколько тысяч осетин.
но никто из них не составлял сколько-нибудь значимой доли от общего населения. К концу 19 века Владикавказ больше можно было назвать славянским городом, чем кавказским. К тому же большинство кавказцев поселились в нем не так давно, ведь даже по состоянию на 1875 год осетин, ингушей, чеченцев, адыгов и кумыков вместе взятых во Владикавказе было всего 500 человек. Увидеть изменения этнического состава вы можете в выпуске «Статистика Владикавказа», ссылку на него я оставлю внизу. К моменту Советского Союза численность осетин, как и армян, становится выше 10% от всего населения, но не будем пока спешить. Для нас очень важными являются события, связанные с установлением советской власти во Владикавказе. Для освещения этих лет нам понадобится помощь осетинского писателя и очевидца описываемых событий Ахмеда Цаликова. Очерки Ахмеда Цаликова «Гражданская война в Терском крае». Весна 1919 года. 29 января во Владикавказе пришло известие, что в районе осетинского селения Ардон появились какие-то контрреволюционные отряды. Сначала полагали, что это просто осетинские повстанцы из Алагирского ущелья. Но прибывший из Ардона осетин принес известие, что селение Ардон и Кадгарон заняты двумя регулярными казачьими полками. Осетинские селения сдаются без боя. Только со стороны дегорских селений Новохристиановского и Магометанского доносится ружейная, пулеметная и орудийная стрельба. К 1 февралю фронт подошел к самому городу, и вся сторона Владикавказа, начиная от военно-грузинской дороги на юго-запад и запад, очутилась под обстрелом наступавших развернутым фронтом отрядов. 2 февраля Владикавказ пережил страшную панику. В 2 часа дня стало известно, что город эвакуируется. К вечеру выяснилось, что только ингушская фракция осталась в городе и вместе с фракцией 200 ингушей. Это подняло настроение. К утру некоторые красноармейские части стали возвращаться в город. Если бы казачьи отряды оказались более осведомленными, то уже в этот день город был бы занят. Ингуши на съезде в Назране вынесли резолюцию, в которой заявляли, что всеми силами будут препятствовать насильственному занятию кем бы то ни было территории ингушской земли и города Владикавказа, как культурного центра Ингушетии. Пока остановимся здесь и обсудим, что нам известно на данный момент. Во Владикавказе власть была у большевиков, но доносятся сведения о том, что с запада наступают 2 казачьих полка, соответственно белые. Осетины, живущие на плоскости, лояльны наступающим и сдаются им без боя, не считая осетин-мусульман. Ожидая наступления, большевики всех национальностей покидают Владикавказ, так как не имеют достаточно сил и беспокоятся за свои жизни. Единственные, кто остаются, ингуши, хотя их всего несколько сотен, но они считают, что являются хозяевами этой земли и должны ее защищать. К тому же подтягиваются дополнительные силы со всей Ингушетии. Здесь важным является то, что Владикавказ оставили все без исключения, так как не считали его своим домом. И в тот же момент ингуши, что составляли от силы 1% населения, заявляют, что будут воевать за свою землю. Захват Владикавказа казаками и частью осетин означал экономическую смерть ингушей, а захват областной власти этими элементами и политическую смерть. Дело в том, что горная Ингушетия через Владикавказ и Сунжинские станицы сообщается с плоскостной. Интересы большевизма в борьбе за Владикавказ совпали с интересами ингушского народа. И ингуши ринулись в атаку на Владикавказ и станицы как один человек. Картина переменилась со сказочной быстротой. Еще накануне Соколов выпустил прокламацию, что красноармейцы разбитые и изгнанные из Владикавказа навсегда, как ночью 17 августа ему со всем штабом пришлось бежать в станицу Архонскую. Бежало из города и все население осетинских слободок. В город вступили ингуши и красноармейцы. Помощь ингушского народа дала победу большевикам. Эта победа не оказалась бы столь легкой и даже смогла бы оказаться сомнительной, если бы оправдались надежды контрреволюционеров на осетинский народ. Осетины подвели. Мусульманская часть Осетии или сохраняла нейтралитет, или вследствие своей близости к ингушам действовала совместно с последними. В результате попытка контрреволюционеров опереться на осетин и сыграть на неприязненных отношениях части осетин к ингушам не удалась. Как контрреволюционеры из казачьего лагеря делали ставку на осетин, так большевики делали ее на ингушей. Большевики оказались лучшими игроками. На спинах ингушского народа они въехали во Владикавказ триумфаторами,
но ингушский народ не сумел воспользоваться плодами своей победы в деле захвата власти. Власть закрепили за собой большевики. Чуть позже мы обсудим, что случилось дальше, а пока ознакомимся с дополнительными сведениями о влиянии ингушей во Владикавказе. Доклад председателя правительства Горской республики Пшемаха Коцева на заседании Союзного совета о переговорах с представителем добровольческой армии в городе Баку 26 февраля 1919 года. Я прежде всего начну с того, что здесь циркулировало много слухов о прибытии добровольческой армии. Главным образом шли слухи о занятии его городов Грозного и Владикавказа. Я должен сказать вам, что эти сведения неверны. Владикавказ был занят ингушами, но не красноармейцами, а партизанами. Большевики усиленно начали уходить из города почти за неделю до этого. В письме Капланова ставится акцент на то, что большевики сбежали из Владикавказа еще за неделю до наступления, а собственно победой они должны быть обязаны не солдатам, а местным ингушам. Стоит добавить, что влияние ингушей во Владикавказе было существенным и до этого. Вот еще в 1918 году командующий британскими войсками Томпсон пытается добиться освобождения соотечественников, схваченных большевиками, и для выполнения этой задачи называет именно ингушей. Телеграмма командующего британскими войсками в городе Баку генерала Томпсона от 27 ноября 1918 года. Я считаю крайне существенным, чтобы следующие пункты были выполнены вами, и чтобы вы помогли союзникам держать связь с армией генерала Деникина и упросили ингушей добиться освобождения британской миссии, задержанной большевиками во Владикавказе. В следующем году ситуация с английской военной миссией во Владикавказе снова упоминается в документах, и мы узнаем, чем все закончилось. Протест Союзного меджлиса Горской республики по поводу призыва представителя английской военной миссии полковника Роуландсона в сентябре 1919 года. Полковнику Роуландсону должны быть известны характер и цели настоящего движения в горах. Так как названный офицер во время господства на Северном Кавказе большевиков находился осенью 1918 года вместе с другими английскими представителями в городе Владикавказе. И только благодаря энергичному с оружием в руках вмешательству ингушей, ингуши, защищая англичан, вступили даже в бой с бронированным автомобилем большевиков и других представителей горских народов в этом городе. Английской миссии была сохранена жизнь, а сам полковник Роуландсон имел возможность при помощи тех же ингушей устроить свой побег из большевистского плена. В письме Пшемаху Коцева упоминается, что большевики во Владикавказе установили свою власть только за счет ингушей. Остается только гадать, как последним это удавалось, составляя по численности всего ничего на фоне остальных национальностей Владикавказа. Тут же упоминается, что уже в 1918 году осетины находятся в союзе с казаками. Письмо члена правительства Горской республики Пшемаха Коцева председателю делегации республики в Константинополе о положении на Северном Кавказе от 24 октября 1918 года. Пока номинально большевики существуют в Грозном и Владикавказе до Минеральных водах. Существуют они милостью ингушей, и, конечно, как только ингуши убедятся, что им после порыва дружбы с большевиками ничего не грозит, они сейчас же сами сбросят большевиков. Намного сложнее вопрос взаимоотношений осетин и казаков с одной стороны и ингушей с другой, но придется так или иначе их примирить. В отчетах мы находим сведения о тяжелых боях по ходу наступления на Ингушетию известного полководца Белого движения Ляхова. Письмо дипломатического представителя Горской республики при правительстве Азербайджанской республики министру иностранных дел Горской республики от 11 апреля 1919 года. В боях с ингушами в селениях Кантышева, Долокова и Базоркина наступивший противник потерял до 2500 человек по признанию самого генерала Ляхова. У Далхан-Юрта и Алхан-Юрта противник потерял 700 убитыми. Как мы можем видеть, во всех документах тех лет нам дают понять, что ингуши имели колоссальное влияние во Владикавказе и считали его своим штабом и колыбелью всей Ингушетии. Даже когда основную массу населения там составляли славяне, на защиту Владикавказа отовсюду съезжались именно ингуши. Но почему мы в эти тяжелые годы ничего не слышим об осетинах Владикавказа? Они составляли около 10% жителей, и по логике вещей они должны быть более заметны, чем ингуши. Вот как описывает их положение осетинский писатель Ахмед Цаликов.
Особенно тяжелая атмосфера создалась в городе для осетинского населения. Участие осетин в движении на город ставило под подозрение всякого осетина, проживавшего в городе. Ориентация на советскую власть, к которой призывали осетинские политические деятели, фактически становилась ориентацией не на демократию, как это могло бы казаться с первого взгляда, а на пришлое русское население, случайно оказавшееся в крае, с которым у осетин-христиан в действительности едва ли было что-либо общего, кроме православия. Но столь велика была ненависть ко всему горскому, как пахнущему мусульманством, что известные слои осетинского населения готовы были признать какую угодно русскую власть, лишь бы только не власть горца-мусульманина, чеченца, ингуша, кабардинца. Если бы не ориентация части осетин-христиан, из этой борьбы горцы должны были бы выйти победителями, так как почти 2/3 всего населения в Терском крае падает на горские народы. Явилась бы возможность создания власти, которая соответствовала бы соотношению сил и была бы более или менее устойчивой. Но часть осетин-христиан присоединяется ко всякой силе, какая только является враждебной остальным горцам. Они ориентируются то на солдат, то на казаков. Эта тактика и ведет к тому, что дело свободы и порядка в Терском крае приобретает крайне неустойчивый характер. Часть осетин примкнула к лозунгам казачества, другая часть, осетины-мусульмане, оказались меж двух стульев. Отойти совершенно от осетин-христиан они не решались, боясь окончательной утери какой бы то ни было национальной общности с ними, но и политику их разделить не могли. О действиях ингушей в те дни Ахмед писал следующее. Прежде всего, слово в разыгрывавшихся событиях принадлежало ингушскому народу, так как пламя кровавой гражданской междоусобицы лизало границы территории этого народа. Ингушский народ с честью вышел из выпавшего на его долю тяжелого испытания. Правда, та позиция, которую занял ингушский народ, явилась впоследствии основанием для обвинения ингушей чуть ли не поголовно в склонности к большевизму. Как мы знаем, большевики победили белых, ингуши были союзниками победителей, а большая часть осетин воевала за казачество. Но тогда почему Владикавказ по итогу достался осетинам, а не ингушам? Сейчас мы дойдем до этого, шаг за шагом. По установлению советской власти в 1920 году бывшая Терская область распалась. В 1921 году была образована Горская автономная республика. Постановление в ЦИК об образовании Горской автономной Советской Социалистической Республики от 20 января 1921 года. Образовать автономную Горскую Социалистическую Советскую Республику как часть РСФСР, в состав коей включить территорию, занимаемую ныне чеченцами, осетинами-ингушами, кабардинцами, балкарцами и карачаевцами и живущими между ними казаками и иногородними, а именно чеченский, назранский, Владикавказский, кабардинский, балкарский и карачаевский округа. Города Владикавказ и Грозный с нефтяными промыслами выделяются в самостоятельные административные единицы, подчиняющиеся непосредственно Центральному исполнительному комитету и Совнаркому РСФСР. По ходу создания национальных автономий возникает множество конфликтов из-за земли. В частности, Владикавказ выделяется как отдельная единица с особым статусом, хотя ингуши надеялись, что после взятия Владикавказа доказали свои амбиции на эти земли. Помимо этого, казаки, что еще несколько лет назад воевали с большевиками, сейчас занимают сунжинские наделы и живут по соседству с ингушами и чеченцами, так же как и до войны. Все это вызывает непонимание и недовольство у кавказцев. Получается, что их помощь большевикам не имела никакого смысла. Начинают появляться так называемые антикоммунистические элементы. Спецполитсводка за 26 марта 1923 года. Среди крестьян недовольство вызвано неправильным распределением земли, налогами и развивающимся в области уголовным бандитизмом. В Чечне и Ингушетии есть целые селения, стремящиеся уничтожить соседнее казачество за притеснение горцев в дореволюционное время. Отношение горского населения к налогам отрицательно, что объясняется с одной стороны неправильным обложением, а также тем, что ингуши считают себя ярыми участниками в революционной борьбе за советскую власть. Почему с них будто бы не следует взимать налоги наравне с другими народностями, пока они восстановят свои хозяйства? Уголовный бандитизм в Гор-республике чрезвычайно развит, особенно в Ингушетии. За последнее время бандитизм начинает принимать политическую окраску. Всего несколько лет существования единой автономии для всех дало понять, что найти общий язык не получится.
Потому большевики начинают создание автономии для каждой нации по отдельности. Декрет в ЦИК от 7 июля 1924 года. Автономную Горскую социалистическую Советскую Республику упразднить, расчленив ее по национальному признаку на две автономные области – Северную Осетию и Ингушетию. На автономную административную единицу – Сунжинский округ, и выделив город Владикавказ в самостоятельную административную единицу. Автономные области Северная Осетия и Ингушетия входят в состав Российской Социалистической Федеративной Советской Республики и имеют свой административный центр в городе Владикавказе. Город Владикавказ является самостоятельной административной единицей, подчиненной непосредственно в ЦИК, и управляется городским советом и городским исполнительным комитетом, действующим на правах губернского исполнительного комитета. Для осетин создается осетинская автономия, для ингушей – ингушская, но отдельно стоят Сунжинская казачья область и сам Владикавказ. И там основное население составляют казаки. Если вы сейчас вобьете в Google Maps Владикавказ, то увидите, что к востоку от него находятся еще земли в составе Осетии. Потому кажется очевидным, что он тоже достался осетинам. Но не спешите с выводами. Все, что к востоку от Владикавказа, было незаконно отнято по ходу выселения чеченцев и ингушей. Об этом свидетельствует постановление Верховного Совета Советского Союза. На эту тему у меня есть видео на канале, ссылка на него будет внизу. Потому на момент создания национальных автономных областей Владикавказ находился именно между Ингушетией и Осетией, но не входил в состав ни одной из этих автономий. И тут мы подошли к кульминации. Сейчас вы узнаете, как возможно иметь в 19 веке вот такой небольшой кусочек земли и быть одним из самых малоземельных этносов на Кавказе, но вследствие Кавказской войны и советской политики объявить своими земли, где ты даже никогда не жил. В тот же момент существуют национальности, такие как кумыки или лезгины, по численности схожи с осетинами, но у них нет даже собственной автономии. Записка начальника информационного отдела АГПУ в ЦК ВКПБ о политико-экономическом состоянии национальных областей Северного Кавказа. Создание Великой Единой Осетии – основа программы буржуазно-национально-демократической партии Коста, созданной после февральской революции и возглавляющей Белое движение в Осетии. Идеологом движения по объединению является Осетинский институт краеведения, ставший убежищем для всех бывших белых безработных попов и всей старой реакционной нацинтеллигенции. Деятельность Института краеведения насквозь пропитана националистической идеологией и, по сути дела, является очагом националистического движения в Осетии. Издаваемые периодические труды Института, журнал «Известия Осетинского института краеведения» всецело проникнут националистической идеологией. Лингвистическое отделение института обогащает осетинский язык древнеосетинскими словами, непонятными массе. Особенного внимания заслуживают устраиваемые открытые заседания института, привлекающие обычно от 100 до 200 человек осетинской интеллигенции. На этих заседаниях научные и исторические доклады сплошь и рядом принимают форму откровенной проповеди национально-демократических идей. В систему самого преподавания внесен националистический элемент, изучение на первом месте осетинской истории и обучение детей песенкам поэта Коста. Практически идея объединения выдвигалась на каждом съезде советов и партийных конференциях после раздела Горской республики и ставилась не раз на разрешение высших партийных и правительственных органов. Однако она всякий раз откладывалась по мотивам преждевременности поднятия этого вопроса. Несмотря на это, со стороны осетинского руководства и всей национальной интеллигенции делалось и делается все возможное к подготовке реализации данного проекта. Так, с юга Осетии наложена культурно-хозяйственная связь, снабжение учительством литературой, работниками советского аппарата, переселение юго-осетин на северные и казачьи земли. Ведется упорное наступление на Владикавказ, массовое вселение осетин в город. В Моздокской Осетии было вызвано массовое движение с требованием либо автономии, либо соединения с Северной Осетией. Как видите, пока ингуши пытались отстоять свои земли, осетинская нацинтеллигенция положила глаз на чужие. Так в Моздоке основывается движение активистов, ставившее целью создание автономии для осетин или же полного включения в состав Осетии. Чтобы вы лучше понимали ситуацию, тогда осетин там жило менее 5%. И на основании этого они уже хотели иметь автономию.
Напоминаю, что это тот же Моздок, ставший поводом для начала Кавказской войны. За него бились адыги с казаками, а достался он осетинам. Также после оккупации Южного Кавказа большевики на грузинских землях создали Юго-Осетинскую автономию для беженцев из Осетии, что заселились там всего несколько сотен лет до этого. Более детально вы можете узнать об этом из моих выпусков о Южной Осетии, все ссылки найдете под видео. Подобная участь не обошла и Владикавказ, туда уже в 20-х ведется массовое заселение осетин, чтобы потом был повод сказать «это наша земля, вот мы здесь живем». Нужно отметить, что сплоченность осетинской нацинтеллигенции около идеи отжать как можно больше земель вызывает восхищение, так как даже в локальных ситуациях на местах все действуют по единой схеме. Эта же политика касалась и западных соседей осетин. Обзор политического состояния СССР за июнь 1926 года. Карачаево-Черкесская область. На Хумаринском окружном съезде Советов делегаты от села Георгиево-Осетинское осетины покинули съезд, отказавшись от присоединения к Карачаю и высказавшись за присоединение к Русскому району. Это село основали осетины в 1870 году, искавшие свободной земли. Но оно находится вдалеке от Осетии и является единственным осетинским поселком в этой местности. Но, как видите, в те годы политика была следующая. Если мы тут живем, значит это наша земля. Даже если мы тут появились неделю назад. Обзор политического состояния СССР за июнь 1927 года. Спор с Кабардино-Балкарской областью из-за пограничного участка в районе Хазникой не исключает возможности осложнения вопроса и новых конфликтов. Положение на границе остается напряженным. Население Кабардино-Балкарской области считает, что право на участок Хазникам принадлежит им и недовольно решением комиссии, запретившей им возводить постройки на этом участке. Недовольство увеличивается агитацией граждан, призывающих опротестовать решение комиссии и не допустить осетин на спорный участок. Между осетинами и кабардинцами пограничных селений наблюдаются частые конфликты. Наплыв переселенцев из Южной Осетии в станции Змейскую обострил антагонизм между русскими и осетинами. На этой почве отмечены с обеих сторон случаи драк и взаимных угроз, грозящие привести к серьезным эксцессам. Между балкарцами и осетинами отмечаются трения из-за участка земли в местности Ташлитама. Среди балкарцев ведутся разговоры о том, что если эта земля будет дана осетинам, то они ни перед чем не остановятся и с оружием в руках будут отстаивать землю у осетин. 20-е годы 20 века – это была эпоха больших изменений. Коммунисты дали возможность кавказским этносам создавать национальные автономии, и ожидаемо это выливалось в земельные конфликты. Москва использовала их для установления влияния на Кавказе путем помощи местным в поиске выхода из сложившихся ситуаций. Это было легко, ведь она сама эти ситуации создавала. Но стоит сказать, что осетинская интеллигенция заметно выделялась на фоне соседей тем, что понимала, как нужно действовать в этих условиях. Пока кавказские чиновники пытались все конфликты уладить на местах, между собой осетинские элиты всегда и во всем ссылались на Москву. Имея в союзниках того, от кого и зависит исход ситуации, они обеспечивали себе победу на дипломатическом поле. Обзор политического состояния СССР за июнь 1926 года. На проходившем с 5 июня по 13 июня областном съезде Советов по докладу крайисполкома выступил ряд делегатов, обвинявших краевые власти в неправильной линии национальной политики, нежелании допустить объединения Южной и Северной Осетии и Моздока. За объединение высказывались присутствовавшие на съезде представители Южной Осетии и моздокских осетин. Нескончаемые жалобы и доносы в ЦК вынуждали местные элиты идти на уступки осетинским чиновникам. Последние буквально жили в московских кабинетах, постоянно поднимая тему об объединении всех земель Великой Осетии. А потому еще в 1925 году высшими должностными лицами уже шло обсуждение подобных идей. Шифротелеграмма Сталина секретарю Северо-Кавказского крайкома РКПБ Микояну об объединении Южной и Северной Осетии 23 мая 1925 года. Был у меня Такоев и другие осетины. Внимательное ознакомление с делом убедило меня в том, что можно было бы согласиться на объединение Северной и Южной Осетии в автономную республику в составе Грузии. Есть основания думать, что ингуши будут возражать,
так как план объединения двух частей Осетии может облегчить дело перехода Владикавказа в руки Осетии. Поэтому надо обмозговать этот вопрос со всех сторон. Думаю, что Лискен следовало бы передать осетинам целиком, против чего Кабарда не возражает, а с возражением южной части Лискена можно не считаться. Осетинский план присоединения к Осетии Моздокского района фантастичен и совершенно неприемлем, о чем я и сказал осетинам. Все детали обсуждения об объединении Осетии вы можете узнать из этого видео. Сейчас же мы остановимся только на Владикавказе. Сталин упоминает, что к нему ездят осетины и пытаются склонить к созданию единой Осетии. Но он беспокоится о том, что ингуши будут недовольны таким положением дел из-за Владикавказа. Включение Моздока он вообще называет немыслимым, потому что осетины там фактически не жили. Шифротелеграмма секретаря Северо-Кавказского крайкома РКПБ Микояна в ЦК РКПБ Сталину об объединении Южной и Северной Осетии 8 июня 1925 года. Несмотря на географические неудобства, хозяйственное обобщение Южной и Северной Осетии, их объединение с точки зрения разрешения национального вопроса для Осетии, наверное, будет целесообразным. Однако это может явиться прецедентом к превращению в республику Чечни, Кабарды и прочих, что может нарушить трудно установившееся равновесие между ними. Мы не говорим о тех затруднениях и бесконечных конфликтах, которые неизбежно будут иметь место между Осетией и ее северокавказскими соседями, разрешение которых, естественно, станет труднее. Спешку вопроса о выделении Осетии считаем нецелесообразной. Микоян в целом положительно относится к идее о Великой Осетии, но его беспокоит, что это может взволновать остальных кавказцев и увеличить без того опасные земельные конфликты. Осетинские чиновники неустанно ездят в Москву, пытаясь всякими способами выбить себе подобные уступки. Даже соглашаются на объединение осетинских земель в составе Грузии. Естественно, на условиях включения Владикавказа. 10 июня 1925 года на заседании Президиума ЦИКа Северо-Осетинской автономной области Барукаев и Такоев отчитались о своей поездке в Ростов и Москву, где они наряду с другими проблемами решали и вопрос об объединении Осетии. По сути дела, он был решен в пользу объединения. Формы же объединения должны были рассмотреть на заседании Северо-Кавказского ЦИКа и Бюро Крайкома ВКП-Б в Ростове. Они состоялись в один и тот же день, 12 июля 1925 года. Само объединение, по мнению Барукаева, должно произойти в составе Грузинской Социалистической Советской Республики по настоянию представителей Южной Осетинской автономной области, которые были связаны наказом съезда Советов области о том, чтобы на объединение с Северной Осетией идти при непременном условии вхождения всей Осетии в состав Грузинской Советской Социалистической Республики. Заседанием Большого Президиума Северо-Кавказского ЦИКа 12 июля 1925 года. По докладу Такоева об объединении Северо-Осетинской и Южно-Осетинской автономных областей было постановлено не возражать против объединения Северо-Осетинской и Южно-Осетинской автономных областей со вхождением нового административного образования в состав Республики Грузия. Не возражать против нахождения административного центра Объединенной Осетии в городе Владикавказе. Осетинские элиты уже были в шаге от своей мечты, но коммунисты побоялись, что кавказцы не оценят подобные уступки. Письмо Сталина в Политбюро ЦК об объединении Северной и Южной Осетии. Август 1925 года. Я высказался недавно за объединение Южной и Северной Осетии в одну область, с тем, что объединенную область превратить потом в Осетинскую республику. Возможно, что это обстоятельство послужило одной из причин предварительного решения Президиума Севера Кавказского исполкома в пользу объединения двух осетинских областей с вхождением их в Грузинскую республику в виде объединенной республиканской единицы. Но теперь я вижу, что политика эта, будучи доведена до крайности, обязательно должна породить ряд серьезных минусов, способных затруднить наше политическое положение. Отсюда мои предложения: не санкционировать предварительного решения Президиума Северокавказского исполкома о выходе Северной Осетии из состава РСФСР и объединении ее с Южной Осетией в составе Грузии. Держать курс на укрепление РСФСР и сплочение вокруг нее ее национальных областей и республик. По итогу большевики испугались дестабилизации ситуации на Кавказе, а потому не осмелились пойти на такой шаг.
Никто не знал, чем закончится попытка отнять национальные земли осетинских соседей с последующим объединением их в единую Осетию, а потому в Москве стали действовать поэтапно. В конце 20-х появляется понимание, что Владикавказ все-таки отдадут осетинам. Обзор политического состояния СССР за октябрь 1928 года. Постановление о ликвидации Грозненского округа и слиянии города Грозного и Сунжинского округа с Чечней и о передаче города Владикавказа Осетии вызвало большой интерес со стороны горского и русско-казачьего населения. По отдельным нацобластям эти настроения сводятся к следующему. Основная масса осетинского крестьянства вопроса о передаче Владикавказа Осетии встретила с чувством удовлетворения. Все же мы, осетины, победили ингушей. Одновременно бедняки и середняки выражают боязнь перед неизбежным обострением антагонизма между осетинами и ингушами и усилением бандитизма со стороны ингушей. Особый энтузиазм высказывают кулаки и зажиточные, целиком разделяя настроение националистической интеллигенции в вопросах слияния Северной Осетии с Южной и с моздокскими осетинами и сближением с Закавказьем. Весть о передаче города Владикавказа Осетии вызвала необычайное оживление среди нацинтеллигенции, особенно шовинистической части ее. Передача города была отпразднована нацинтеллигенцией организацией у себя по домам особых вечеров, обедов и банкетов в честь великого для Осетии события. Встречавшиеся в учреждениях и на улицах представители осетинской интеллигенции приносили поздравления друг другу, высказывая по адресу работников областного руководства восхищение и благодарность за успехи в политике продвижения национальных интересов. Одновременно нацинтеллигенция значительно оживленнее обсуждает и предрешает перспективы и дальнейшие шаги национального развития, проводя откровенную пропаганду идей Великой Осетии путем присоединения к Северной Осетии, Южной Осетии и Моздока. Широко обсуждается вопрос о необходимости возбуждения ходатайства о переименовании Владикавказа в город Ирон. Иронцы – это основное осетинское племя. Много говорят вообще о необходимости осетинизации города. Передача города Владикавказа усилила среди служащих осетин антагонизм к ингушам и русофобские настроения и требования не медлить с осетинизацией города и не считаться с ингушами. Настроение рабочих осетин также находится под известным влиянием националистической интеллигенции. Здоровая оценка встречается редко среди рабочих осетин. Всеобщее ликование, счастье и великий день для Осетии – так описываются эти события в 1928 году. На самом деле Владикавказ станет осетинской столицей лишь спустя 6 лет, но главная цель уже была достигнута. Национальное руководство области, считая решение края ущемляющим жизненные национальные интересы Ингушетии, оскорблением революционных чувств ингушского народа. И особенно упирая на то, что решение края о Владикавказе было вынесено без всякого участия и предварительного согласования с ингушской советской и партийной организацией. Заняло резко отрицательную позицию, встав во главе движения протеста, охватившего все слои ингушского населения и апеллируя к центру за отмену решения крайкома ВКП. Представители нацинтеллигенции заявляют, что в случае окончательной передачи Владикавказа Осетии вооруженное столкновение с осетинами будет неизбежным, и вряд ли кто сумеет предупредить его. Факт передачи Владикавказа Осетии – националистические настроения осетинской интеллигенции. И заявления осетинского руководства об осетинизации управленческого аппарата крайне нервируют русских служащих Владикавказа, выражающих резкое недовольство решением края. Часть служащих, связанная наличием у него недвижимого имущества, пытается, однако, примириться с положением и даже говорит о необходимости изучения проклятого осетинского языка, так как иначе будет плохо. Это действительно был ничем не обоснованный шаг, и он вызывал непонимание у большинства жителей Владикавказа, не только ингушей. Спустя еще 15 лет к Осетии отойдет и Моздок, хотя когда-то Сталин назвал это фантастическим и несбыточным желанием мечтателей. Также в состав Осетии включат небольшой кусок земли на западе и значительную часть Ингушетии на востоке, чтобы ингуши больше не думали о Владикавказе. Как оказалось, обсуждение велось между Москвой и осетинской нацинтеллигенцией без ингушей. Нам остается только гадать, чем занимались ингушские чиновники в этот момент, но в сухом остатке можно подвести итог. Ингуши в 1919 году победили на поле боя и защитили Владикавказ ценою своих жизней.
Но осетины победили в дипломатических схватках, обхаживая кабинеты высших должностных лиц Советского Союза. Конечно же, обычные жители Осетии знать не знали обо всех этих махинациях своих политиков. Но, к сожалению, эти события отбивались на отношениях между соседями. По ходу выселения чеченцев и ингушей советская власть использовала обычных осетин для помощи солдатам, что также оставило негативный отпечаток. Государственный комитет обороны товарищу Сталину от 17 февраля 1944 года. Подготовка операции по выселению чеченцев и ингушей заканчивается. После уточнения взято на учет подлежащих переселению 459 486 человек, включая проживающих в районах Дагестана, граничащих с Чечено-Ингушетией и в городе Владикавказе. Будут привлечены 6-7 тысяч дагестанцев и 3 тысячи осетин из колхозного и совхозного актива районов Дагестана и Северной Осетии, прилегающих к Чечено-Ингушетии, а также сельские активисты из числа русских в тех районах, где имеется русское население. Выпуск получился довольно большим, потому я остановил его на том, как Владикавказ стал осетинской столицей. Что же случилось после, вы узнаете в следующем видео на эту тему. Помните, что ваша активность очень важна, особенно учитывая тот факт, что данная тема мало кому известна. Потому делитесь этим видео со знакомыми, кидайте в паблики, ставьте лайки, оставляйте побольше отзывов и подписывайтесь на канал. Для тех, кто хочет внести свой вклад в наше общее дело, существует возможность помочь каналу финансово или же стать постоянным спонсором. Все ссылки в описании под видео. А на сегодня у меня все. Мир вашему дому.